Зарождение государственной власти и создание специального аппарата управления обществом в древний период человеческой истории сопровождалось формированием порядка выборов людей, которые стали занимать государственные должности. Известно, например, что при избрании должностных лиц в Афинах голосование на народном собрании осуществлялось поднятием рук. Органы государственной власти формируются двумя способами – путем выборов и путем назначения. В России сложился особый порядок выборов президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, должностных лиц федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, который закрепляется соответствующими федеральными законами. Они и образуют избирательное законодательство. Существуют различные избирательные системы. Так, при использовании пропорциональной системы учитывается количество поданных голосов, и в соответствии с ними распределяются депутатские мандаты при выборах в парламент. В случае применения мажоритарной системы мандаты распределяются по избирательным округам на основе большинства поданных голосов. Избирательная система включает порядок избрания президента Российской Федерации, порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, порядок избрания глав администраций субъектов Федерации, порядок избрания депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, порядок избрания органов местного самоуправления. В настоящее время выработаны обязательные требования к порядку организации и проведения выборов, которые и образуют принципы избирательной системы: всеобщность, равенство, тайное голосование, прямые выборы, обязательность и периодичность проведения выборов. В нашей стране выборы являются всеобщими. Это значит, что все взрослые граждане имеют право принимать в них участие независимо от пола, расы, вероисповедания. Российское избирательное право вводит два ценза – возрастной и оседлости. В первом случае избирательное право и право голосовать на референдуме предоставляется только гражданам, которым исполнилось 18 лет. Во втором случае устанавливаются дополнительные условия приобретения гражданами избирательного права, связанные с их постоянным проживанием на территории Российской Федерации. Эти условия не могут содержать требования о продолжительности и сроке проживания. Все граждане, имеющие право избирать и быть избранными, имеют равные права и обязанности. Прямые выборы означают, что каждый гражданин сам непосредственно принимает в них участие. У него нет никаких посредников, которым бы он делегировал свои полномочия. Избирательный процесс в Российской Федерации состоит из нескольких этапов. Первоначально устанавливается конкретная дата выборов, составляются списки избирателей. При этом гражданам не нужно никуда обращаться с заявлением. Все, кто имеет право участвовать в выборах, автоматически включаются в эти списки. Для проведения выборов образуются избирательные округа и участки. Как правило, избирательный округ представляет собой единую территорию. В рамках избирательного округа образуются избирательные участки. Так легче проводить голосование и подсчет голосов. Для подготовки и проведения выборов создаются специальные избирательные комиссии. Они также помогают реализовать и защитить избирательные права граждан. Порядок их работы определяется специальными нормативными правовыми актами. В соответствии с законом в Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии, территориальные, районные, городские и другие избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. Для решения особо важных проблем в государстве используют референдумы. Референдум – проведение тайного голосования по утверждению или неутверждению, выражению согласия или несогласия с каким-либо важным документом, действиями главы государства, парламента, правительства. Законом предусмотрены следующие виды референдумов: общероссийский, местный и субъекта федерации. На общероссийский референдум не могут выноситься вопросы о введении или отмене федеральных налогов, сборов, об амнистии, помиловании. Нельзя проводить референдум в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации. Референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, которые имеют право участвовать в референдуме на территории его проведения.
Решение, которое принимается на референдуме, является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Особые правила разработаны в отношении выборов президента Российской Федерации. Как известно, он избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президент не может занимать свой пост более 2 сроков подряд. Выборы президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему всю территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному избирательному округу. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.